Представьте, 1974 год. Разгар холодной войны. Посреди Тихого океана стоит гигантское судно «Гломар Эксплорер». Официально эксцентричный миллиардер Говард Хьюз ищет на дне марганцевую руду. Пресса в восторге. Инвесторы аплодируют. Но никто из них не знает, что на самом деле происходит под килем этого корабля. Прямо сейчас, на чудовищной глубине в 5 километров, гигантская стальная клешня пытается украсть советскую ядерную подлодку. СССР даже не знает, где она затонула, а американцы уже тянут ее на поверхность. Это была самая дорогая, самая сложная и самая дерзкая кража в истории спецслужб. Операция «Азариан». Все началось 6 годами ранее. Март 1968 года. Советский дизель-электрический ракетоносец К-129 выходит на боевое патрулирование к берегам Гавайев. На борту 3 баллистические ядерные ракеты и 98 членов экипажа. В контрольное время лодка не выходит на связь. В штабе Тихоокеанского флота паника. СССР начинает грандиозную поисковую операцию. 2 месяца советские корабли и авиация прочесывают океан. Но океан слишком велик. Лодку не находят. Экипаж официально признают пропавшим без вести. Москва смирилась с потерей. Но чего Советы не знали, так это того, что ВМС США уже знали точные координаты. Американская секретная система донных гидрофонов «Сосус» зафиксировала странный хлопок, звук взрыва и разрушения корпуса на глубине. Триангуляция показала точку с точностью до пары миль. Пока русские искали иголку в стоге сена, американцы точно знали, где лежит иголка. Кстати, интересный факт. Спустя 30 лет именно эта система «Сосус» зафиксирует и звук гибели подлодки «Курск». Но тогда эти данные тоже засекретят. Найти лодку — это одно. Но как ее достать? К-129 лежала на глубине 5000 метров. 5 километров. Давление там такое, что превращает сталь в фольгу. Вес лодки — 2000 тонн. Инженеры ЦРУ сказали, это невозможно. Но соблазн был слишком велик. На борту были шифровальные таблицы, ядерные ракеты и коды связи, ключи ко всему советскому флоту. Нужна была идеальная легенда. Кто может построить гигантский корабль с буровой вышкой и не вызвать подозрений у КГБ? Только сумасшедший миллиардер. ЦРУ приходит к Говарду Хьюзу, прототипу Тони Старка и великому авиатору. «Говард, нам нужно прикрытие». «Без проблем», — ответил Хьюз. Так родился миф о добыче марганцевых конкреций со дна океана. Специально под эту легенду построили судно «Гломар Эксплорер». Внутри корабля был скрыт гигантский ангар с открывающимся дном, так называемый лунный бассейн. А главным инструментом была чудовищная клешня, которую инженеры ласково назвали «Клементина». Цена вопроса — $800 миллионов. По нынешнему курсу это почти 4 миллиарда. Больше, чем бюджет некоторых стран. Лето 1974 года. «Гломар Эксплорер» встает точно над К-129. Операция началась. Спуск захвата длился неделями. Трубу за трубой свинчивали и опускали в бездну. Малейшая ошибка, шторм или смещение корабля, и труба лопнет, уничтожив все. В это время вокруг постоянно крутились советские разведывательные корабли. Они видели вышку, но верили в легенду о добыче руды. Русские смотрели прямо на похитителей и ничего не понимали. И вот контакт. Стальные пальцы Клементины обхватили корпус советской субмарины. Начался подъем. Метр за метром. Все шло идеально. Лодка уже прошла половину пути. Но вдруг... катастрофа. Из-за критической нагрузки несколько захватов клешни лопнули. Корпус К-129 не выдержал и переломился. 2/3 подлодки, включая самый ценный ракетный отсек и шифровальную рубку, выскользнули из захвата и рухнули обратно в бездну. У ЦРУ в руках остался только носовой отсек. Что же досталось американцам за $800 миллионов? В поднятой носовой части обнаружили тела 6 советских моряков.
И здесь нужно отдать должное врагу. Американцы поступили достойно. Они поместили тела в контейнер и захоронили их в океане с полными воинскими почестями. На этом уникальном видео вы видите, как американские моряки слушают гимн Советского Союза и дают оружейный салют своим врагам по холодной войне. Но что насчет секретов? Официально ЦРУ заявляет, операция провалилась. Главные коды ушли на дно. Однако эксперты полагают, что в носовом отсеке могли быть 2 ядерные торпеды с боеголовками. А главное — судовые журналы и документы, которые дали США понимание о структуре советского флота. Тайну сохранить не удалось. Через полгода журналисты раскопали правду, и разразился международный скандал. Проект свернули. Вторую попытку поднять остатки лодки так и не предприняли. К-129 до сих пор лежит там, охраняя свои последние тайны. Как вы считаете, стоила ли эта операция таких безумных денег? Или это был грандиозный провал американской разведки? Пишите свое мнение в комментариях и не забудьте подписаться на код доступа. Мы взламываем историю, чтобы вы знали правду.